Всем привет, с вами Tesla Style. Сегодня поставили магнитолу на автомобиль Ford Explorer 2017 года вместо магнитолы Sync 1. Так, давайте проведем краткий видеообзор, покажу, как это выглядит, как стоит по зазорам и как это работает. Устройство на 9-м андроиде, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти, разрешение 1280 на 800. Так, поехали, что у нас есть. По аналоговым кнопкам у нас кнопка аварийки, включение-выключение кондиционера. То есть пока включу, чтобы не запариться. Сейчас лето, очень жарко, на улице 35 градусов жары. Эти боковые кнопки у нас не работают по причине того, что по комплектации не предусмотрены автопарковка, включение камеры. Ну, то есть задние камеры, кстати, оставили штатную. Вот. Можно посмотреть в режиме. Не обязательно переключаться на заднюю, можно ехать по трассе, к примеру, и посмотреть, включить заднюю передачу. Либо же при включении задней передачи вот, есть прорисовка траектории. Вот. Что еще? Видит двери. Двери показываются. Дальше, что касательно звука. Рулевое колесо поддерживается. Выбираем радио. Как вариант. То есть полная поддержка рулевого колеса, то есть у нас полная видимость по коншине. Дальше, что у нас есть? Навигация. По умолчанию, опять же, напоминаю, стоит Google Maps. Но здесь это Android, здесь есть Play Market, поэтому качаем абсолютно любую другую навигацию, которой вы привыкли пользоваться. Потому что Google Maps работает в онлайне, можно закачать офлайн карты, либо скачать офлайн навигацию. Дальше, радио. Память на 18 станций, возможность добавления 6 избранных, функция автопоиска. Я звук приглушил, его нет. Музыка. Возможность прослушивания музыки через USB. И был переходник, использовали родной USB разъем, остался, который был в автомобиле. И также был дополнительный USB разъем, вывели его в бардачок. Также можно слушать музыку через Bluetooth по телефону. Идем дальше. Приложение. Лого, то есть мы здесь меняем логотип автомобиля. Play Market, в принципе, то, что я вам сказал, можно скачать абсолютно любое другое приложение, которым вы пользуетесь, которое хотите, там YouTube и так далее, то есть абсолютно любые. Голосовое управление, возможность подключения AUX, файловый менеджер, возможность просмотра изображений и включение задней камеры. Дальше видео. Напоминаю, здесь стоял модуль Sync 1. Эквалайзер мы не настраивали. В принципе, звук неплохой. Поставим бесшумный режим. Идем дальше. DSP, то есть возможность настройки эквалайзера, настройки басов при наличии сабвуфера, 16 полос эквалайзера, то есть уже клиент настроит под себя, возможность настройки баланса и всевозможные звуковые фильтры. Настройки. Вот количество спутников, которые мы видим. Мы находимся в боксе. GPS-антенну вывели вот сюда. Так как у нас лобовое стекло саундскрин, к сожалению, под торпедой GPS-антенна у нас не ловит. Перенастройка навигации. То есть мы можем здесь перенастроить, поставить, скачать другую навигацию. Перенастроить, чтобы на кнопку запуска навигации запускалась любая другая навигация. Ну, также то же самое касается видеоплеера, аудиоплеера и радиопроигрывателя. То есть стоят по умолчанию те проигрыватели, которые установил производитель. Поэтому можете переделать, пользоваться абсолютно любыми другими. Настройка дата времени, выбор языка больше 20. Эквалайзер мы уже обсуждали. Подсветка дисплея дневное, ночное время, то есть автоматический режим. Настройки пользователя. Здесь настроек очень много, все они стандартные. Возможность до настроек или перенастроек кнопок на руле. Это опять же, то есть руль не подтянулся, его можно дополнительно донастроить. Информация о системе и сброс заводских настроек. Также есть расширенные настройки, не заблокированные производителем, регион радио для путешественников и перенастройка полностью вот этого меню в верхней части экрана сенсорных кнопок. Возвращаемся на главный экран, идем дальше. Быстрый доступ к Play Market, браузер, то есть вы можете докупить USB модем, подключить его в USB разъем и пользоваться интернетом на постоянной основе. Bluetooth. То есть возможность подключения нескольких устройств поочередно, не одновременно. То есть быстрый набор номера, недавние входящие и исходящие не приняты, возможность загрузки телефонной книги, настройки подключения. Mirror Link, подключение телефона через шнур
И, соответственно, CarAuto это подключение, это CarPlay. То есть для Android у нас идет CarAuto, для телефонов на системе iOS мы используем CarPlay. Ну и, соответственно, файловый менеджер. Здесь вы видите все, что у вас скачано на вашем устройстве. И при подключении одной из там флешек, можно сразу две, будете видеть здесь подключенные флешки. Что касается работы климат-контроля. То есть у нас стоял здесь, сейчас добавлю, случайно нажал. Здесь у нас стоял однозонный кондиционер. То есть не однозонный, двухзонный. Как интересно, первый раз такую вижу комплектацию. То есть у нас есть отдельно задний, за управление задним климатом. То есть абсолютно работает. Вот, выбираем режим температуры, обдува. То есть горячее, теплее, холоднее. И также управление, то есть после установки данной магнитолы у нас появился однозонный климат-контроль. То есть у нас появилась кнопочка авто. Поэтому мы можем выставлять на любую заданную температуру, нажимать кнопочку авто, и у нас будет климат дуть по заданной температуре. Видите, появляется буковка вот здесь. То есть, соответственно, будет дуть автоматически 21 градус, пока не надует необходимую температуру. Вот. Ну, здесь по стандарту максимальный обдув лобового стекла. Он переключился. Да, начинает дуть на лобовое. Переключаем, выбираем другой режим. Вот. Максимальный обдув кондиционера, то есть сразу на максимум. Отключаем. Циркуляция воздуха внутри салона, подогрев заднего стекла и регулировка, ну, пассажира регулировка не работает, так как здесь по кану зашито однозонный, ну, двухзонный, то есть для переднего и заднего ряда сидений. То есть пассажир дополнительно не может регулировать, здесь не трехзонный, не четырехзонный климат. Что касается кнопок сенсорных, которые у нас кнопка Home, вот она у нас, вернуться на домашний экран, кнопка возврата с любого меню, где бы вы ни находились, регулировка температурного режима, включение-выключение кондиционера, ну на данный момент это климат-контроля, вот, и регулировка громкости. Вот. Что касательно по зазорам, стало сравнительно неплохо. То есть никаких нареканий таких, прям, что где-то что-то выпирало, ничего нет. Микрофон мы вывели вот сюда. Вот он стоит. Вот он здесь. Для лучшей связи. В принципе, все, ребят. Вот такое вот устройство можно будет приобрести у нас на сайте. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.